Вы на канале Climate Change. У нас вы узнаете про самые резонансные события о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Начнем. Крупный разлив нефти, вызванный прорывом нефтепровода у побережья Калифорнии, США, начал достигать побережья Хантингтон-Бич на выходных. На песке была обнаружена мертвая рыба и птицы. По словам инспектора округа Ориндж, нефтяное пятно образовалось из-за утечки 126 тысяч галлонов нефти, которая покрыла около 13 квадратных миль Тихого океана с момента разлива в субботу утром. Как отметила инспектор, воздействие на окружающую среду необратимо. Прорыв случился на нефтепроводе нефтяной вышки Элли. Разлив простирался от пирса Хантингтон-Бич до Ньюпорт-Бич, участка побережья к югу от Лос-Анджелеса, популярного среди серферов и любителей загорать. Нефть проникла в большой экологический заповедник Тальберт-Марш, причинив значительный ущерб. Пляжи были закрыты для купания. Власти проводят оценку разлива и наняли подрядчиков для его ликвидации. На Оман обрушился тропический циклон Шахин. В связи с этим власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что принимаются меры предосторожности, и Саудовская Аравия призвала к осторожности в нескольких регионах. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник патрулировала пляжи и долины, чтобы обеспечить безопасность жителей, где ожидаются проливные дожди. Государственные служащие и сотрудники частного сектора в Аль-Айне на границе с Оманом были призваны работать удаленно в понедельник, а власти призвали жителей не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций. Государственное информационное агентство сообщило, что органы гражданской обороны Саудовской Аравии призвали к осторожности в нескольких регионах с понедельника по пятницу в ожидании сильных ветров и возможных наводнений. Циклон Шахин обрушился на Оман в воскресенье с сильным ветром и проливным дождем, затопив улицы, вызвав эвакуацию из прибрежных районов и приостановив некоторые полеты в столицу Маскат и из нее. А прежде чем мы продолжим, приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Так вы не пропустите новый выпуск. Переходите по ссылке в описании под видео. От наводнений и оползней пострадала область Лигурия на северо-западе Италии. В некоторых районах за 12-часовой период обрушилось годовое количество осадков от 500 до 600 мм. Ливни привели к закрытию автомагистрали Савона-Турин и временно остановили местные выборы на некоторых участках. От наводнения серьезно пострадал город Пантинфреа. 5 семей были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Кроме того, из-за сильных дождей в регионе были закрыты некоторые школы. Предлагаем вам посмотреть жуткие кадры из места событий. У берегов коммуны Лиль-Рус на острове Корсика, Франция, в субботу, 2 октября 2021 года, пронесся огромный водяной смерч. Гигантский смерч над Средиземным морем около 14:00 наблюдали несколько очевидцев, которые разместили фото и видео природного явления в социальных сетях. Водяные смерчи чаще всего можно наблюдать осенью. Обычно они не очень опасны, поскольку быстро теряют силу и преимущественно рассеиваются, не успев выйти на берег. Но небольшое количество из них иногда превращаются в наземные смерчи. Поэтому требуется большая осторожность, если вы окажетесь поблизости.
Экстремальные погодные явления, участившиеся в последние годы, поставили многие пищевые компании в сложные условия, связанные с нехваткой ингредиентов и проблемами с поставками. Изменения климата повлияли на урожаи картофеля, пшеницы и других культур, что сказалось на производстве хлопьев, макарон и чипсов. Засухи и лесные пожары в Канаде и Европе вызвали неурожай пшеницы, что может привести к дефициту макаронных изделий, и цены на зерновые резко выросли. Жаркое лето и проливные дожди в сентябре не дают вовремя собирать картофель. Для чипсов нужны большие клубни. Производители заявляют, что из-за сложных погодных условий объем крупного картофеля уменьшился на 50%. Более 84% покупателей в разных странах подтвердили, что они ощутили рост цен на продукты, которые регулярно покупают. Даже если рост глобальных температур не превысит 1,5 градуса, в течение ближайших 20 лет средняя продолжительность засух увеличится на 2 месяца, и это станет ощутимым ударом для производства продуктов. 2/3 растениеводства на планете составляют 9 культур: пшеница, соевые бобы, сахарный тростник, кукуруза, рис, картофель, плоды пальмового масла, сахарная свекла и маниока. Землю каждый день продолжает трясти в разных местах. Так, 4 октября 2021 года в районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Сейсмическое событие было зарегистрировано поздно ночью. Гипоцентр сейсмособытия залегал на глубине всего 10 километров. Сведений о каких-либо разрушительных последствиях не поступало. Южные Сандвичевые острова не населены людьми. В прошлом месяце, 22 августа 2021 года, в районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. В последнее время все чаще в разных местах пролетают огненные шары. Так, 2 октября 2021 года яркий огненный шар наблюдали к западу от Данвера, штат Колорадо, США. Хотя события наблюдали в основном в Колорадо, американское метеорное сообщество также получило отчеты от очевидцев из штатов Вайоминг и Нью-Мексико. Компьютерная траектория указывает на короткий путь к западу от Денвера, штат Колорадо, сообщило общество, добавив, что огненный шар летел с юго-запада на северо-восток. Не густо, но вот таким вот был наш сегодняшний выпуск. Делитесь своими мыслями в комментариях. Мы благодарим вас за просмотр, оценку этого видео и просим бить в колокол, если вы еще не нажимали, чтобы не пропускать будущие выпуски. Пожалуйста, будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучен при содействии канала Altermore специально для канала Climate Change. هذا على الكار على العام الآن. طبعا الأولية ما شاء الله بيضة كلها.